Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим создание аварийных сообщений в Oshimine проекте для программного обеспечения TIA Portal. Аварийные сообщения представляют из себя всплывающие окна с аварийными сообщениями в случае возникновения аварийных событий. И эти сообщения появляются поверх всех окон. Всего имеется два типа ошибок – аварии Errors и предупреждение Warning. В сообщениях Alarms может быть сконфигурирована различная информация. Это может быть текст с описанием аварии, инструкции к действию, название, номер и класс аварии и так далее. В данном случае включить аварийное сообщение будем соответствующими кнопками Set Errors и Reset Errors выключить соответственно. А кнопки Set Warning и Reset Warning соответственно включение и отключение сообщений. Многобитовый тег в формате integer alarm номер определяет тип аварии по значению битов. Если включается нулевой бит, то в этом случае имеет место errors. Если включается бит 1, то имеет место предупреждение warning. Этот тег необходимо создать в блоке данных и скопировать его в ваш Oshimine проект. Для этого у меня уже предварительно настроены 4 кнопочки, но отсутствует аварийная переменная, с помощью которого будем включать и отключать аварийные сообщения. Внесем в блок данных новую переменную под названием alarm номер. Тип данных будет у нас integer. Скопируем эту переменную и установим в AMI проекте. Для включения и выключения соответствующих битов переменной alarm номер использовать событие event действие click с функцией setBitTag inTag, а для выключения resetBitInTag. При этом кнопки setErrors и resetErrors включают и выключают нулевой бит, а кнопки setWarning и resetWarning первый бит переменной. Root-screen экран и настроим для кнопок события, ивенты. С помощью, пускай это будет клик, будем с вами включать нулевой бит, это будет у нас авария. setBitInTag. Переменной будет являться alarm номер. Включать будем нулевой бит. Reset Errors будем выключать этот бит, нулевой бит, setBitInTag, нулевой бит. Установим переменную. Это номер, alarm номер. То же самое будет и для кнопки Set Warning. Да, правильно. Внешний вид аварийного сообщения конфигурируется в редакторе глобального экрана Global Screens. Глобальные настройки действуют для всех экранов. Отформатируйте окна, расположите окна так, чтобы они не закрывали кнопки. Добавьте знак подсчета аварии. Настройка окна аварийного сообщения производится на карте Properties General. Для этого, для первого аварийного окна установите класс Alarm Errors. Установите Enable галочку в соответствующем окне. Для второго аварийного окна установите класс аларма Warning. Установите соответствующую галочку. В настройках Columns можно выбрать те пункты, которые будут показаны в аварийном сообщении. Идем в глобальные настройки, где выполняем настройки внешнего вида окон. Нам необходимо пускай у нас будет два сообщения, одно из них error. Настроим их размер таким образом, чтобы они не закрывали кнопки. Размер чуть поменьше. Установим аварийный счетчик количества аварий.
Посмотрим. Errors будет подсчитывать количество аварий и предупреждений. Первое окно у нас будет окном Errors. Второе окно будет у нас для сообщений Warning, предупреждение. Теперь идем в настройки Columns, где можно выбрать те параметры, которые мы хотим увидеть на экране. Это номер аварии, время можно было бы поставить, текст аварии, описание аварии, дату можно было бы поставить и класс аварии. Ну, минимальный набор имеется. Что мы хотим увидеть в Warning? Номер аварии, статус аварии, текст аварии. Забыл статус. Проверим, есть ли у нас здесь статус. Декларирование аварийных сообщений производится на карте HMine Alarms, дерево проекта, в разделе Discrete Alarms. Необходимо установить параметры аварии. Очередной номер аварии, название аварии, текст аварии, можно писать верхнее окно, так и внизу. Класс аварии, выбрать для первого сообщения error, тег аварии и номер бита. Также такие же настройки произведите для предупреждений Warning. HMine Alarms. Введем первое аварийное сообщение, дискретное сообщение, текст ошибки, сенсор, errors. Собственно, можно было вводить и в этом окне. Класс — это ошибки. Тег — номер аларма, номер бита нулевой. Введем второе аварийное сообщение. Errors. Но какая-то ошибка. Выберем ошибку. Это будет у нас warning. Переменная у нас будет та же самая, но бит будет первый. Итак, выполнили. Мы в этом первом сообщении забыли ответ написать. Change. Press. А в первом забыли текст написать ответа. Что делать диспетчеру в случае аварии? Change sensor. Так, сделали. Загрузите PLC проект в контроллер. Запустите HMine симуляцию. Для этого нажмите кнопку для проверки работы устройства, кнопку Set Errors, и убедитесь в том, что аварийное сообщение появилось на экране. При этом статусу сообщения и как бы пришедшее на вход input. После этого нажмите кнопку с вопросом. На текстовом сообщении в левом нижнем углу появится поясняющий текст с описанием аварийного случая. Нажмите кнопку подтверждения аварии. Статус изменится на ИА, как акцептированный. После этого можно сообщение выключить, нажав на кнопку Reset Errors. Таким же образом проверить действие предупреждения Set Warning. Итак, проект у нас готов, и теперь мы можем его проверить. Для этого загрузить контроллер, виртуальный контроллер, и включить симуляцию. При нажатии на кнопку Set Errors появляется текстовое сообщение Sensor Errors. Руководство к действию. Change Sensor. Замени сенсор, датчик. Подтверждение. Появляется буква А. Выключить сообщение. Таким же образом производится и проверка Warning, предупреждения. Спасибо за внимание.